Всем доброго вечера. Перед вами персонаж голливудских фильмов, сказок, диснеевских сказок, фея. Друзья мои, дело в том, что основатели Голливуда, так и особенно диснеевских проектов, и сам он Дисней, он был, по-моему, из Шотландии, если я не ошибаюсь. Вообще все шотландские фамилии, они начинаются от МакГрегор, Макдональдс и так далее, то, что вам знакомо. Естественно, это в основном были мигранты. Америка сама по себе формировалась именно благодаря миграции разных народов. И вот эти люди, создавая свои вот такие грандиозные проекты, концерны для производства, производства, правильно, мультфильмов, фильмов и так далее, они, естественно, как и все народы, все пришлые народы на какую-то землю, привносили свою культуру. Тем более, что они поняли, что их сказки, их мифология, легенды будут интересны местным народам, потому что они необычные. Сначала это были книги, рассказы. Поняв, что, например, их покупают, что вот эти все сказки очень нравятся детям, особенно про этих маленьких людей, их приключения, они переключаются на кинематограф, начинают снимать про это, снимать мультфильмы, снимать фильмы. И таким образом мы с вами узнаем про гномов, про троллей, про феи, про эльфов и так далее. В Скандинавии они считались хранителями природы, камней, источников, деревьев, садов и так далее. Они вообще считают, что в садах обитают феи. И если деревья покидают феи, то деревья начинают болеть, то сад начинает хилеть, перестает давать плоды и так далее. Это особый народ, как они считали, который обитает в тонком плане. И они могут, значит, появиться как в телесном таком обличии, физическом. Они могут появиться как духи. Я посвящу как-нибудь огромную лекцию их разновидностям, их истории. Но сейчас я хочу вам просто подарить ритуал, но перед этим хочу вам объяснить. Немного объяснить и сказать, кто эти духи, почему их почитали. Тролли. От слова «труляй», что в переводе означает колдовство. Вот когда мы говорим троллят человека, колдуют на него, как будто изводят его. Тролли считались злым народом. Они обитали в пещерах. Что-то напоминает Кощей Бессмертного, да, темное царство, которое есть у всех народов практически. Светлое царство, темное царство и так далее. Они обитали в пещерах. Они не любили людей. Время от времени выходили, крали женщин, девушек и детей. И таким образом обновляли свой народ, женились на них, производили детей. Следующее. Феи. У феи было много функций. Во-первых, они оберегали, охраняли природу. Были феи ручья, были феи лесов, были феи дома. Откуда вот это понятие фея крестная появилась? Призывали, когда ребенок рождался, призывали фею, особенно для девочек, чтобы она оберегала их, то есть ее ребенка учила чему-то, приходила во сне, охраняла ее и так далее, защищала ее. Потому что в переводе, если так дословно перевести, фея означает дух-хранитель. Феи еще сопровождали души умерших в царство мертвых, чтобы те
не заплутали в дороге. То есть они были еще и проводниками для душ ушедших. У них были различные функции, они были различные сами по себе, феи. Им оставляли молоко, им оставляли печенье, им оставляли, там, ставили благовония, мед могли преподнести, это, правда, намного позже, как бы эти более поздняя культура, позднее средневековье. Изначально в основном молоко, хлеб, выпечка и так далее. Ставили на подоконник или возле дерева, и феи угощались за верную службу хозяинам дома. Хозяевам, извиняюсь. Следующее. Эльфы. Эльфы тоже сказочный народ, тоже маленький народ. Они тоже умеют летать. Когда позже намного обитатель, то есть дух зимы, был переименован как в Санта-Николаус или в Санта-Клаус, то пошли в народ легенды о том, что Дедушка Зима или Санта-Клаус вместе с эльфами обитает, и они помогают ему выбирать подарки или игрушки мастерят и так далее. Йол, праздник, он полностью был посвящен духам леса, духам природы. И украшали елку, украшали сначала все деревья, потом в основном осталась елка. И ёлька, вот это слово, дерево ёль, да, праздника ёль. Украшались, чтобы порадовать феи, чтобы, то есть вешали им дары. Изначально смысл был в этом, вешать дары для фей, потому что они обитали на деревьях. Значит, эльфы немного считаются такие хулиганистые духи. Эльфы, если обидятся на хозяина, могут, например, открыть там пробку в бочке, да, и пустить все вино. Считал, что эльфы выпивают вино, съедают все запасы или гонят домой мышей, или могут выгнать оттуда котов, собак и так далее. То есть с эльфами надо было дружить, они такие хулиганистые, порой злобные духи. По-разному они могут. Если они обидятся на человека, они могут мстить. Кто у нас остается? Гномы. Маленькие люди маленького роста. Они разные. Они могут быть и злые, и добрые. Они любят поесть. Поэтому гномам всегда оставляли возле деревьев, в лесу именно, значит, возле кочек, возле камней, возле ручейка гномам оставляли подношения, чтобы гномы за ними не увязались, не пришли в их дом и не принесли какое-то несчастье. Но они могли и подружиться с человеком, и помочь по хозяйству, и охранять амбары и так далее. То есть вот, как обычно, по логике вещей, с духами надо дружить. Не нужно их обижать, не нужно их гнать, не нужно о них говорить какие-то скверные вещи. И лучше, если вы знаете какие-то традиции, обычаи, обряды, лучше их соблюдать. Вот все, кто, например, живет на севере, в скандинавских странах, могут вам сказать, что действительно, невзирая на принятие христианства и прочее, кстати, христианство там особо прочно не обосновалось. Там до сих пор именно языческое настолько... То есть она настолько в обиходе, да, настолько часть их жизни. Именно эти древние все обряды, обычаи, традиции, они этим очень гордятся. Даже их принцессы, там, Норвегии, по-моему, у нее там целая школа духовного развития. Она за какого-то там шамана замуж вышла, и они открыли какую-то школу фей и так далее. Понимаете? То есть они воспринимают это на уровне властимущих людей очень серьезно. Мы почему начали воспринимать этих созданий как сказки, легенды там и так далее? Потому что Голливуд создал из образа вот этих вот мифических народов скандинавской теологии, мифологии, он создал вот очень хороший бренд. Тем более, что он приятный, правда? Хорошая, красивая девушка с этими крыльями маленькими, прозрачными. Представляете, какая красота? И вот из этого образа лепить некое такое сказочное создание, которое, как
приносит что-то хорошее, помогает семье, становится крестной для маленькой девочки и так далее. И дети начинают фантазировать, что у них есть крестная фея, им тогда не страшно. Ребенку всегда в таком возрасте нужен друг, нужна подружка, нужна какая-то крестная, такая мифическая, которая одарит ее волшебными туфлями, и потом она встретит принца и так далее. И поэтому вот это вот укоренилось как сказка. На самом деле это очень серьезные духи. Они могут быть и злобные, они могут быть и добрые, но приходят они в образе маленьких человечков. При желании они могут показаться и большими, но они приходили именно в таком миниатюрном, маленьком виде для того, чтобы, видимо, чтобы не пугать человека, да, которого охраняли, чей дом охраняли, чей сад охраняли и помогали и прочее. Фею призывали. В скандинавской мифологии, в рассказах есть очень много различных рассказов о том, как призывали феи, эльфов для помощи в каких-то делах. В момент опасности те приходили и помогали человеку, который их звал. Но, к сожалению, конечно, остались обычаи, традиции, какие-то слова остались, как примерно их звали, что им ставили, там, откуп, да, как их угощали. Но так вот полностью, чтобы сказать, вся эта традиция сохранилась, и мы можем прям взять и эти все, то есть все слова просто пересказать, к сожалению, этого нет. И поэтому мне, как всегда, приходилось и приходится по крупицам восстанавливать и самой создавать на основе вот этих поверий древних свой ритуал. Призвать фею. Я вам хочу сказать, что во время учебы в университете много раз, и я учила девочек наших, которые с нами. Сначала над нами смеялись все. Сначала смеялись над халявой. Халява, приходи, халява, халява. Это у нас студенческий обряд. Это не я придумала, это все знали. Ну, то есть все имеется в виду, все, кто учился, рано или поздно узнавали про халяву. Зачетку надо открывать, закрывать и кричать «халява, халява». И сдавали, реально сдавали. Все смеялись, крутили у виска, а потом приходят, знаем, что она не учила, но вот как-то так у профессора было хорошее настроение постоянно. И надо было видеть вечером все окна общежития, как мы, студенческого, как мы стояли и махали этими «халява, халява». Халяву звали. И он помогал. То есть она помогала, халява. Но я говорю, что это была древняя, вообще шумерская богиня, потом осталась у хананейцев и так далее. Ну, можете открыть, посмотреть, богиня халява. Я вам давала этот ритуал. И, кстати, на халяву очень многое получается. Хоть это звучит как-то так не очень хорошо, но на самом деле халява, если хочет помочь, если вы симпатичны ей, значит, поможет. И следующее. Фея. Ученую фею мы звали, но про это я чуть позже сниму, про ученую фею. Ученая фея, которая приходит и внедряет в нашу голову эти знания, то есть закрепляет. Она не сделает нас умными. Как-то я видела в церковной лавке там всякие пластины, в общем, для душевного равновесия, для лечения там сердечных болезней, как всегда. И чтобы быть умным, тоже можно купить, включить, и сразу умным станешь. Нет, конечно. Но если ты что-то читаешь, чтобы у тебя в голове отложилось, в нужный момент, чтобы она вытащила из твоего мозга оттуда, из сознания, именно ответ на тот вопрос, который сейчас, в данный момент тебе нужен, чтобы сдать экзамен. И мы вызывали ученую фею. Значит, вот я у себя даже... Вот сейчас прям сделаю заметку, чтобы вам потом подарить. Вы знаете, ученая фея, это я вычитала в одном источнике, когда, то есть искала. Мы что ищем в студенческие годы? Сделать так, чтобы не учить, но чтобы нам поставили. И вот эти все халявные заговоры и все прочее. И вот я нашла...
что была такая фея, которая отвечала за ученость и так далее. Ее призывали, ну, практически как муза, можно сказать, немножко другая. Я говорю: девочки, а давайте будем ее вызывать. Все надо мной посмеялись, конечно, но все равно деваться некуда, учиться не хотят. Взяли и вызвали мы все эту ученую фею. Ну, начитывали. Есть у меня наброски, но я хочу более так красиво, конкретно дать, естественно, если уж это будет заговор. И ученая фея пришла. Ну, мы все легли спать, на следующий день пошли, и все сдали. Причем я даже не понимаю, где я слышала, у меня в голове вытаскивались такие эти подробности, которые, наверное, лет 10 назад в школе мне говорили, и это я должна была напрочь забыть благополучно. А у меня вот приходили эти все образы, и я сдала. Представляете, вот учитель у нас, то есть преподаватель даже удивился, говорит: надо же, как вы прям школьную программу так хорошо помните. Ну, они знают, где это нас учили. Так что ученую фею я вам тоже дам. Это дух-хранитель. Ну, дух это. Просто в образе женщины. Девочки, девушки красивой. В образе маленького человека, парящего с крылышками, который приходит, если ты вызываешь. И мы ставили феи, молоко, печенье, там сладости всякие, ну, орешки и так далее. Итак, друзья мои, это я поставила сюда, сейчас начнутся. А вот надо ли фею там заказывать? Если вы хотите, вы можете заказать. От этого ничего не зависит. Это не статуя фортуны, которая усиливается там и так далее. Здесь просто образ. Вы можете, если хотите, если вам нравятся феи, там такие красивые, вот сейчас видите, какие работы есть. Можете заказать, поставить, можете у этой феи наглядно, чтобы видеть, кого вы призываете. А так это не важно. Значит, берете, ставите на алтарь или на подоконник. Значит, вам нужно чуть-чуть приоткрыть при этом окно, а потом можете закрыть. Начитывайте 5 раз этот заговор. Ставите молоко, печенье, что еще? Можете благовоние зажечь, орешки, мед, конфеты разверните только, без этого, без фантиков. Все это ставите. Ну, может, на маленький какой-нибудь, не знаю, на чашу какую-то, на разнос. Поставили это все, начитали 5 раз, и все. Можете хоть каждый день это делать. Но вот это молоко и все прочее оставляйте, через пару часов выливайте и выкидывайте. Просто выкидывайте, потому что оно обесточенное, потому что этот дух, который пришел, он взял, угостился. Они угощаются молекулами еды. Мы угощаемся, то есть мы едим физическую еду, да, вот органическую часть еды. Они питаются молекулами, запахом, ароматом. Усиливается, поскольку это тоже энергия. Они берут энергию и выполняют то, что ты просишь. Энергообмен в природе никто не отменял. Он всегда есть и будет. Итак, значит, что я хотела сказать? Да, для чего это? Чтобы в вашу жизнь пришел достаток. Если вы тем более для себя работаете, если вы участвуете в каких-то ярмарках, если вы там продаете что-то, то есть работаете на себя, или вам должны выписать премию, или вы хотите, чтобы вам дали вот лучше, то есть карьерный рост, то есть деньги, финансы, удача в делах и так далее. Вызывайте денежную фею. И вы потом убедитесь сами, что это далеко не голливудские сказки и не мультяшные какие-то персонажи, что это на самом деле очень сильные природные духи. И не просто так скандинавы, скажем, всю свою историю подношением приносили, оставляли их возле камней, возле ручья и прочее. И они чувствовали реальную помощь этих духов, потому что они им помогали, а те помогали в обратном. Я еще расскажу много про этих духов и дам ритуалы, потому что мы немного, как бы сказать, должны немного и уже в скандинавскую вот эту вот магию с вами, да,
вхождение в скандинавскую магию. Суровые скандинавские боги немного пугают. Руны, в принципе, не каждому можно трогать. Но обращение к духам скандинавской теологии, это, пожалуйста, это может каждый человек и может не бояться. Если все сделать правильно, они будут приходить, помогать и покровительствовать. Следующее, что я хочу вам дать, еще раз сделаю. Фея-нянька. Не знаю, если успею, может быть, и друг за другом эти работы вам подарю. И как бы сразу же фея-нянька призывается, когда ребенок боится или плохо спит, или болеет часто. Призывается желательно в детстве ребенка. Ну или если обижают в школе. Сопровождает этот дух-хранитель и защищает. Фею-няньку я как-то призывала ребенку одному, которого, постоянно там были какие-то конфликты в школе. Была такая банда недоучек, которые все время приставали к этому ребенку, а он там выигрывал такие конкурсы. В общем, очень умный мальчик и шахматом занимался. Не мог за себя постоять, как все вот такие дети, которые талантливые, да, но вот когда надо за себя постоять, вот этой хулиганистости не хватает. Вот ему плохо, обижался и прочее. И вот сопровождающая фея-нянька им набила морду. Но не в буквальном смысле. Просто когда еще раз этот лидер подошел обижать ребенка, он споткнулся внезапно, как будто его толкнули. Вот если бы там рядом был кто-то, они бы побежали заявление написать. Потому что настолько, четко было видно, что все посмотрели, как будто с воздуха кто-то его толкнул, прям в пустом месте. Толкнули его, он ударился, упал, сломал ногу, лицо обезображенное, очень долго лежал. И после этого он к нему не подходил. То есть, вы должны учитывать, что эти духи могут быть и злобные по отношению к тем, кто обижает. Пока призовите денежную фею, и остальные, может быть, я подарю. Очень постараюсь быстро. Может, сегодня. Не обещаю. Посмотрим, насколько у меня энергии хватит. И посмотрите этот результат сами. Итак, я вам уже сказала, что принести, что преподнести им. И что я хотела сказать? Да, а теперь заговор. Вот поставили подношение, где-нибудь открыли чуть-чуть окно, начитали 5 раз, закрыли окно, оставляйте несколько часов, 3-4 часа и выливайте это все. Пришла я с поклоном и уважением, с дарами и с подношением. Зову фею денежную, хранительницу богатства из волшебного царства. Лети, лети, фея денежная, через горы и долины, через реки и камни. Принеси мне деньги, они мне нужны. Я их буду копить, чтобы мечту свою купить. Принеси мне дары золотые да меховые, серебряные да алмазные. Я тебя угощаю, я тебя приглашаю. Прилетай, фея, из волшебного леса. Примчи на тонких крыльях деньги и удачу, много добра в придачу. Мне деньги и дары, а тебе угощение. Пожалуйста, бери. Заклинаю. Волшебный. Слово волшебный тоже означает колдовство. Просто поскольку пришло христианство, и многое пряталось, и многое так открыто не показывалось, не говорилось, да, все это заменили, все это закрыли как-то за ширмой. Поэтому многие слова мы воспринимаем как сказочные. На самом деле это все связано с магией. Еще раз. Пришла я с поклоном и уважением, с дарами и подношением. Зову фею денежную, хранительницу богатства, из волшебного царства. Лети, лети, фея денежная, через горы и долины, через реки и камни. Принеси мне деньги, они мне нужны. Я их буду копить, чтобы мечту свою купить. Принеси мне дары золотые, да меховые, серебряные, да алмазные. Я тебя угощаю, я тебя приглашаю. Прилетай, фея, из волшебного леса. Примчи на тонких крыльях деньги и удачу.
много добра в придачу. Мне деньги и дары, а тебе угощение. Пожалуйста, бери. Заклинаю. Пришла я с поклоном и уважением, с дарами и с подношением. Зову фею денежную, хранительницу богатства из волшебного царства. Лети, лети, фея денежная, через горы и долины, через реки и камни. Принеси мне деньги, они мне нужны. Я их буду копить, чтобы мечту свою купить. Принеси мне дары золотые да меховые, серебряные да алмазные. Я тебя угощаю, я тебя приглашаю. Прилетай, фея из волшебного леса, примчи на тонких крыльях деньги и удачу. Много добра в придачу. Мне деньги и дары, а тебе угощение. Пожалуйста, бери, заклинаю. Если кто-то будет протестовать по поводу того, что как это мечту купить, как это возможно. А я вам скажу, мечта у кого-то иметь машину, надо купить машину. Кто-то хочет собаку какой-то породы, надо купить собаку. А если возьмет где-нибудь на улице, надо эту собаку кормить, значит, тоже надо купить для этой собаки что-то. У кого-то мечта купить квартиру, у кого-то мечта купить возможность своему ребенку полететь куда-то, отдохнуть и так далее. Так что мечта покупается, господа. Я не говорю о душевных каких-то порывах. Это само приходит. Мы в данный момент говорим о деньгах. Пришла я с поклоном и с уважением, с дарами и с подношением. Зову фею денежную, хранительницу богатства из волшебного царства. Лети, лети, фея денежная, через горы и долины, через реки и камни. Принеси мне деньги, они мне нужны. Я их буду копить, чтобы мечту свою купить. Принеси мне дары золотые да меховые, серебряные да алмазные. Я тебя угощаю, я тебя приглашаю. Прилетай, фея из волшебного леса. Примчи мне на тонких крыльях деньги и удачу. Много добра в придачу. Мне деньги и дары, а тебе угощение. Пожалуйста, бери. Заклинаю. Ну, еще последний раз прочитаю. Пришла я с поклоном и уважением, с дарами и с подношением. Зову фею денежную, хранительницу богатства из волшебного царства. Лети, лети, фея денежная, через горы и долины, через реки и камни. Принеси мне деньги, они мне нужны. Я их буду копить, чтобы мечту свою купить. Принеси мне дары золотые да меховые, серебряные да алмазные. Я тебя угощаю, я тебя приглашаю. Прилетай, фея из волшебного леса. Примчи на тонких крыльях деньги и удачу. Много добра в придачу. Мне деньги и дары, а тебе угощение. Пожалуйста, бери. Заклинаю. Сделайте, как я вам сказала. И через некоторое время вы увидите, как из ниоткуда будут постоянно появляться деньги, помощь, премия, покупок больше, если вы занимаетесь своим делом и так далее. А я, тем не менее, наверное, потихоньку подготовлюсь и подарю вам те другие ритуалы, связанные с феей. Раз уж сказала, как говорится, не отходя от кассы. Да? Будем железо ковать, пока оно горячо. Всем удачи, всех благ и живите хорошо. Вы этого достойны.